На юге провинции Хэнань рабочие, прокладывая новую автомобильную дорогу, наткнулись на нечто, что сразу же приостановило стройку. Под слоями глины показался каменный фрагмент, который не принадлежал современности. О находке мгновенно сообщили археологам местного университета. Уже через несколько часов на место прибыли специалисты с оборудованием. Их ждал один из самых неожиданных вызовов в их профессиональной карьере. Местность была известна холмами и невысокими лесами, но никто не ожидал обнаружить здесь нечто подобное. Когда первые куски почвы были аккуратно счищены скребками, под ними проступили следы выложенной вручную кладки, не характерной для более поздних китайских построек. Уже на следующий день археологи идентифицировали необычную структуру как вход в древнюю гробницу. По внешним признакам, выцветшему орнаменту на камне, стилистике резных пилястр и особенностям древней кладки, стало ясно, что перед ними не просто могила, а усыпальница эпохи Восточной Чжоу. А это означает, что сооружению примерно 2500 лет. Но интрига заключалась не только в возрасте. Вход был полностью запечатан, с особой системой замков, которую до этого ни разу не встречали даже ведущие китайские эксперты. Секрет заключался в необычной плиточной структуре. Каждая из плит весила не меньше 400 фунтов и была уложена на загадочный органический раствор, за сотни лет ставший плотнее камня. Археологи, вооруженные датчиками, лазерными сканерами и миниатюрными камерами, работали целыми сменами. Малейшая ошибка могла уничтожить редкую кладку, поэтому процесс вскрытия затянулся почти на 3 недели. Внутри гробницы первым делом обнаружили абсолютно сухой слой воздуха, будто внутреннее пространство было идеально изолировано. На полу лежал слой пыли, но отпечатки ног на ней отсутствовали, внутрь никто не входил с момента захоронения. Потолок и стены были расписаны сценами, которых до этого не встречали ни в одном из музеев Китая. На фресках люди и животные изображались в искаженных, почти гротескных формах, а главной фигурой был огромный человек в маске, напоминавший череп. Среди находок сразу бросился в глаза большой бронзовый сосуд, покрытый знаками, не похожими ни на какой известной науке китайский иероглиф. При попытке поднять сосуд приборы зафиксировали аномальный магнитный фон, словно предмет был сделан не только из бронзы, но содержал в себе что-то еще. На одном из каменных саркофагов лежала потрепанная шелковая лента, не тронутая временем. Химический анализ позже покажет, что красители для нее использовали. Используя необычную технологию, современные ученые до сих пор не могут полностью понять ее состав. Был найден и закрытый ящик из темного дерева. Его открыли позже, на специальном столе лаборатории. Внутри лежали фигурки фантастических существ, вырезанных из цельного жадеита, все с выколотыми глазами и странными улыбками. Пока исследователи работали в гробнице, детали находки быстро обрастали слухами. Охранять место стали круглосуточно, а доступ полностью ограничили. Было понятно, что находка выходит за рамки стандартных археологических открытий. Самое странное ожидало дальше. Глубже, за первой комнатой, стояла настоящая стена из необъяснимо гладкого черного камня, который не встречался в окрестностях на многие мили вокруг. Стена была покрыта углублениями, по форме напоминающими человеческие ладони, но размер этих отпечатков превышал современные человеческие более чем в 2 раза. Специалисты, ощупывая выступы, обнаружили под ними скрытые полости. Решено было действовать максимально осторожно, каждое движение фиксировалось, каждый объект фотографировался и описывался. Археологи еще не знали, что за этой стеной их ждет нечто, полностью меняющее представление о древних ритуалах и технологиях того времени. Чтобы добраться дальше, археологи решили не торопиться. По одному они стали осматривать загадочную стену на предмет скрытых механизмов. Приборы показали, за гладкой поверхностью действительно есть полость, но она перегорожена еще одним слоем, будто настоящим барьером. На выступах, имитирующих ладони, заметили следы древнего масла. Висело ощущение, что ритуал открытия потребовал определенных действий. Инфракрасные камеры моментально зафиксировали остатки жертвенного жира, а спектрометры выявили в масле примеси редких минералов, которые в ту эпоху могли стоить дороже золота. На стене выше ладоней стояли в ряд маленькие углубления, в которых обнаружили окаменелые фрагменты растений. По сути, это были почти целые листья папоротников и странного мха, которые не встречаются в здешних лесах даже сегодня. Когда группа попыталась аккуратно очистить углубление, один из фрагментов вдруг начал рассыпаться в пыль. Казалось, ритуал, который проводился здесь, мог быть связан с сожжением или скорым исчезновением веществ. На полу под стеной застыли темные следы.
Анализ показал, это застывшие остатки крови, смешанные с каким-то растительным настоем. Пробу отправили на анализ, но даже предварительный результат поразил. В смесь входили частицы золы, чья структура не совпадала ни с одним известным способом сжигания органики. Изучая стены дальше, археологи нашли глиняные светильники, расставленные по окружности, и все они были заполнены кристаллизованным воском с вкраплениями россыпи неведомых минералов. Когда один светильник попытались зажечь в лабораторных условиях, он задымил едким черным дымом, который тут же сформировал плотное облако. Такую реакцию современные химики ранее не встречали. Атмосфера в зале все плотнее наполнялась ощущением чуждого неописуемого обряда. Возле стены стояли подставки с останками каких-то тканевых мешочков и разложенными по ним кусочками мела, угля, а также небольшими деревянными ритуальными дощечками, каждая из которых была украшена орнаментом, не похожим на привычные китайские узоры. Некоторые дощечки оказались покрыты микроскопическими надписями. Знаки напоминали пиктограммы с фресок, найденных в другом конце гробницы. Еще одна особенность. Все предметы стояли строго на одинаковом расстоянии друг от друга, по 6 дюймов, отмеренных с поразительной точностью вручную. Когда под один из выступов стены подсунули эндоскопическую камеру, она показала узкий коридор, а в его конце что-то блеснуло. Это оказалось зеркало, отполированное из цельного куска нефрита до такой степени, что даже после тысячелетий поверхность отражала свет. Камера зафиксировала едва заметные следы на полу, будто кто-то когда-то прошел босыми ногами, оставляя мелкую пыльцу. Тут же стало понятно, эта часть усыпальницы предназначалась не только для захоронения, но и для сложного, многоступенчатого ритуала, особенности которого до сих пор неизвестны науке. Наконец, когда удалось сдвинуть первый фрагмент стены, воздух внутри оказался столь плотным и тяжелым, будто его никто не трогал сотни поколений. В углу коридора стояли странные сосуды с крышками из черного сланца, в каждом из которых при вскрытии оказалась смесь растений, насекомых и чего-то похожего на металлическую стружку. Рядом с сосудами были разложены жезлы, покрытые слоем лака, который не помутнел, несмотря на возраст. На конце каждого жезла была закреплена медная пластинка с выдавленным символом, напоминающим человеческое лицо с зубами. Когда комната за стеной была полностью открыта, на полу обнаружили круг из гальки, вплетенный в узор, который совпадал с фрагментами рисунков на потолке гробницы. В его центре лежал небольшой алтарь из серого гранита, на котором сохранились отпечатки ладоней размером с найденные на стене. Во время дальнейшего осмотра выяснилось, что в нишах по периметру комнаты были спрятаны еще десятки предметов, от керамических масок до сложных инструментов из кости и дерева. Все эти находки были явно частью сложного обряда, настолько необычного, что никто из участников экспедиции не смог даже предположить его полный смысл. В тишине зала вдруг раздался треск. Один из сосудов начал разрушаться прямо на глазах, а внутри оказалась замурованная жуткая фигурка, сделанная будто бы из человеческой кости с оплавленным лицом. Никто не ожидал такого развития событий, и даже самые опытные из археологов ощутили, как напряженность ситуации нарастает. Что могло заставить древних мастеров так тщательно запечатать эти двери и скрупулезно воспроизводить один и тот же тревожный ритуал? Ответы начали появляться, когда команда приступила к изучению остальных находок, каждая из которых только усложняла и без того запутанную картину загадочной усыпальницы. Сразу после того, как археологи зашли за черную каменную стену, их фонари выхватили из тьмы совершенно необычные предметы. Первая находка вызвала замешательство. На низком пьедестале стоял плотно затянутый в лак большой цилиндр, покрытый густым узором, который не напоминал ни один известный китайский мотив. Попытка осторожно прикоснуться вызвала настоящий шок. Поверхность предмета оказалась не деревянной и не бронзовой, а приятной на ощупь, чуть податливой, словно плотная кожа, хотя возраст объекта превышал 2500 лет. Приборы тут же зафиксировали слабое биологическое излучение. Позже микроскопический разрез показал, вся поверхность — это спрессованные, обработанные каким-то составом чешуйки неизвестного животного, не встречающегося сейчас нигде на Земле. Рядом стояла длинная, похожая на ложемент, конструкция, внутри лежали маски, каждая из которых имела разные формы и оттенки, но ни одна из них не была похожа на традиционные для древнего Китая. Некоторые маски были выполнены из тончайшей слюды, таинственно просвечивая. В одной из масок была встроена сетка мельчайших проволочек, сплетенных в сложный узор. Металл на вид напоминал серебро, но анализ показал присутствие редких металлов, добываемых лишь в Южной Америке.
Как такой материал попал в гробницу 2500 никто не мог объяснить. Вдоль стены на полках лежали связки трубок, выточенных из кости, тщательно отполированных. Они были очень легкими, длиной около 6 дюймов, и каждая содержала внутри порошок ярко-зеленого цвета. Анализ показал, состав включает растительные щелочи и экстракты грибов, которые не встречаются ни в современной флоре Китая, ни в архивах по древним растениям. При открытии одной из трубок порошок тут же начал бурлить и испускать зловонный пар. В центре комнаты стояла массивная глиняная чаша, внутри которой были застывшие остатки какого-то вязкого черного раствора. Химики зафиксировали в составе следы графита и неизвестных синтетических смол. Смол такого типа археологи никогда не встречали в захоронениях Восточной Джоу, и даже керамика, из которой сделана чаша, по составу больше напоминала древние персидские изделия, чем что-либо местное. Самым тревожным оказался угол зала, где стояла прямоугольная платформа из черного дерева. На ней аккуратно разложены были какие-то куклы. Каждая фигурка без глаз, руки и ноги у некоторых были намеренно отделены и аккуратно уложены рядом. Все тела были перевязаны тончайшей золотой проволокой. Материал, из которого изготовлены куклы, странная смесь слоновой кости, перламутра и слюды, местами с вкраплениями неизвестной черной субстанции, напоминающей застывший деготь. В противоположном углу нечто, что напоминало музыкальный инструмент, длинная палка с натянутыми струнами из серебра. Проблема, звук, который она издавала, был настолько неестественным, что его решили записать. При проигрывании записи спектрограммы зафиксировали странные шумы, напоминающие одновременно крики и удары молота. Позже выяснилось, что такие ноты не встречаются ни в одном известном музыкальном строе. На стенах были закреплены жестяные диски с гравировкой. При первых лучах света рисунки на них начинали светиться бледно-голубым сиянием, словно кто-то специально впитал туда свет. Каждый диск был покрыт символами, почти идентичными тем, что нашли на масках и костяных предметах, но прочесть их не удалось, ни один эксперт по древнекитайским языкам не смог распознать знаки. Под потолком на проволоках свисали связки перьев, большая часть их за эти века рассыпалась в пыль, но несколько уцелели. Форма перьев не была похожа ни на одной известной птицы с материка, они были почти круглыми у основания, с длинным хвостом и сменой цвета от бледно-зеленого к фиолетовому. Анализ показал наличие сложного белка, который раньше не встречали биологи. В нишах под полом группа обнаружила глиняные шары, покрытые сетью трещин. Внутри каждого оказался небольшой мешочек с травами, каменной крошкой и инородными предметами, клыки, кости пальцев, обломки необычных раковин, которых нет в этой части Азии. Как и кто мог собрать такой набор, осталось загадкой. По логике времени и развития морских путей, подобные артефакты не могли оказаться здесь одновременно. Один из исследователей, случайно задев пол рядом с чашей, обнаружил резные плитки, каждая — отдельная сцена. Какие-то существа с вытянутыми черепами совершают странные действия над фигурами людей. Все плитки пронумерованы особым способом, вместо чисел на них были вырезаны линии, которые постепенно становились все более и более хаотичными. При попытке сложить плитки в определенной последовательности открылась скрытая ниша, внутри которой лежал скрученный шелковый свиток с изображениями, явно не похожими на никакие другие гробницы той эпохи. Среди фигур были существа, напоминающие современных медуз и кальмаров, но с человеческими лицами. Каждый найденный предмет опровергал привычное представление о культуре Восточной Джоу. Вместо ожидаемых статуэток предков или традиционных сосудов для жертвоприношений, археологи встретились с каким-то чуждым и даже пугающим набором артефактов. Но самым странным и тревожным для всех стало то, что под алтарем внезапно нашли замурованный в камень ящик. Его крышка была покрыта слоем свинца и тщательно запаяна смолой, которую не удалось расплавить даже при высокой температуре, только спустя несколько часов удалось вскрыть заклятие. Внутри оказалось множество обсидиановых осколков с вырезанными на них миниатюрными человеческими лицами, каждая с выражением ужаса или боли. В центре ящика лежал предмет, напоминающий нож, рукоять которого была оплетена волосами, а лезвие словно отполировано до зеркального блеска. Когда археологи осознавали, что среди находок нет ни единого объекта, который хоть как-то вписывается в привычную для китайской археологии систему ритуалов, у многих по спине пробегал холодок. Очевидно, за этими предметами скрывалась не просто тайна древнего народа, а целая неизвестная глава истории, которая лишь начинала приоткрывать свои зловещие подробности.
Но когда команда приступила к изучению того, что действительно скрывали захоронения, события принялись развиваться еще более непредсказуемо. В тот миг, когда археологи собрали все необычные артефакты, команда переключила внимание на самое главное — останки, спрятанные в глубинных нишах гробницы. Первые находки выглядели привычно. Аккуратные костяные останки, сложенные в традиционной для той эпохи позе, однако их анатомия сразу дала сбой всем научным ожиданиям. Кости имели непропорционально длинные пальцы, фаланги были вытянуты почти до 5 дюймов, а на некоторых кистях насчитывалось по 6 пальцев. На черепах четко проступали необычные наросты, будто бы в области висков были зафиксированы приросшие костяные пластины, напоминающие рога животных, только очень тонкие и ломкие. Вскоре одна из женских фигур поразила исследователей особенно. При детальном осмотре нижней челюсти выяснилось, все зубы были подпилены под странный угол, что характерно для ритуальных модификаций, не встречавшихся ранее ни на одной территории Древнего Китая. 2 черепа, принадлежавших подросткам, имели сросшиеся кости лицевой части. Их глаза располагались на 60% ближе друг к другу, чем у современного человека. У другого скелета вместо обычных ребер по обеим сторонам находились по 15 костей, что почти в 1,5 раза больше человеческой нормы. Рентген показал, кости были покрыты тонким слоем неизвестного вещества, вероятно, своего рода защитной смолой. Ее состав до сих пор не удалось расшифровать. Самое шокирующее открытие ждалось в центральной нише, там, где ожидалось найти главное тело. Внутри массивного саркофага из темного известняка лежали сразу 2 скелета, сложенных друг в друга в странной позе. Один, выше ростом почти до 7 футов, был обхвачен руками и ногами вокруг тела, намного меньшего по размеру. На костях обеих фигур отчетливо проступали следы застарелых ран и глубоких разрезов. Около черепов кучки тонких золотых спиралей, каждая из которых была вплетена в волосы останков. Когда волосы развернули, стало понятно, ни один современный человек не мог отрастить такую длину. Пряди достигали почти 5 футов, сохранив свою структуру благодаря нанесенной смолистой смеси. Переходя к другим нишам, команда натолкнулась на несколько детских скелетов. Их черепа сильно отличались, лоб был скошен назад, ушей почти не было, только следы от хряща. В сравнении с современными младенцами эти останки лишены части позвонков, а сами кости кажутся необычайно легкими, вес каждого скелета не превышал 3 фунтов. В найденных поблизости записках на костяных дощечках описывались странные ритуалы, связанные с возвращением души через сосуд. Возможно, именно поэтому тела детей были окружены глиняными банками, наполненными порошком и черепками масок. Главной сенсацией стали останки существа, найденного в боковом ритуальном отсеке. Из-за миниатюрного роста, чуть меньше 3 футов, его поначалу приняли за животное, но строение скелета не совпадало ни с одним известным видом. У существа полностью отсутствовали зубы, а во рту оставалось что-то похожее на клюв. Кости ног были изогнуты под неестественным углом, а вместо кистей находились короткие щупальца, оканчивающиеся когтями. На потолке ниш зафиксировали остатки необычных пигментов, похожих на кровь, но гораздо темнее и гуще. Под ультрафиолетом они светились синим цветом, образуя причудливый узор, который совпал с орнаментом на масках и жезлах. Некоторые фрагменты выглядели как отпечатки внутренних органов на поверхности камня. Самое громкое обсуждение вызвала находка цилиндрической капсулы, внутри которой сохранился почти нетронутый временем человеческий мозг. Капсулу оборачивала плотная оболочка из золота и нефрита, а ткань мозга была пропитана каким-то веществом, не позволившим ей разложиться. По периметру центрального зала вскоре нашли ряды урн, в каждой из которых лежали по 3 маленьких черепа, связанные между собой серебряными проволочками. Эти черепа имели слишком тонкие кости и не совпадали по форме ни взрослым, ни детям, двойные глазницы, раздельная нижняя челюсть, а в некоторых даже отсутствовали носовые отверстия. В одной из урн вместо костей лежала только серая, напоминающая пемзу масса. Проба выявила следы белка, неизвестного современной биологии, и кристаллов неизвестного происхождения. У последней стены обнаружили необычный саркофаг. Его крышку украшала барельефная сцена так называемого «перерождения». Фигуры людей, разделенных пополам, окружены кольцами сущностей с вытянутыми лицами. Внутри находился скелет по длине сравнимый с жирафом, почти 10 футов, с массивной грудной клеткой и совершенно человеческими ступнями. Позвоночник состоял не из привычных 33 позвонков, а из 48, а череп был удлинен назад почти вдвое.
Этот скелет не удавалось идентифицировать ни по одному каталогу древних рас Восточной Азии. Вся коллекция останков хранила следы экзотических обработок. На костях были вырезаны сложные символы, совпадавшие с надписями на жестяных дисках, а в некоторых суставах сохранились маленькие фрагменты неизвестного металла, возможно, части имплантов, чей функционал до сих пор остается загадкой для исследователей. Команда фиксировала каждую мелочь, аккуратно отправляя останки на анализ и сканирование. Никакие из известных закономерностей или культурных практик не могли объяснить, как и зачем в одном месте оказались настолько аномальные человеческие и нечеловеческие скелеты, почему именно здесь совершались столь необычные ритуалы с телами и почему их анатомия так далеко выходила за пределы человеческой нормы. Но когда последняя ниша была открыта, из глубины показался новый набор артефактов, совершенно не соответствующий эпохе Восточной Джоу. Их анализ шокировал даже самых скептически настроенных участников раскопок. Когда все выходы к нишам были расчищены и самые необычные скелеты извлечены на свет лабораторных ламп, команда получила доступ к предметам, которые не вписывались ни в одну технологическую линию древнего Восточного Джоу. Первым в руки археологов попал каменный диск. Его диаметр был ровно 15 дюймов, толщина чуть больше 2, поверхность совершенно гладкая, будто отполированная машиной. На свету диск отражал лучи так, что они формировали четкое кольцо фиолетового свечения. При вращении диска воздух вокруг начинал чуть вибрировать, а компасы фиксировали слабое магнитное отклонение. Этот артефакт не поддавался никакому современному анализу, даже лазерный микроскоп не обнаружил следов обработки, напоминая предметы, которые можно встретить только в современных лабораториях. Следующий предмет оказался еще более непонятным. В глубокой нише стояла металлическая кувалда с вырезанными по всей поверхности зигзагообразными бороздами. Анализ металла показал, в составе присутствует смесь меди, серебра и редкого минерала, который в природе встречается только в Южной Америке. Вес инструмента был слишком мал для его размеров, чуть больше 5 фунтов при длине в 12 дюймов. Внутри рукоятки обнаружили полую трубку с остатками какого-то высохшего вещества. Химики определили, что это следы смолы, обладающей высокой электрической проводимостью. Попытка подать ток через предмет вызвала искрение и разряд. У участников моментально возникла гипотеза о неизвестном назначении этого инструмента. Рядом с кувалдой лежал еще один артефакт. Это был ящик, выдолбленный из цельного кварцевого блока. Крышку удалось открыть с помощью только что найденного круглого ключа. Оба предмета были идеально подогнаны друг к другу. Внутри ящика находились 7 тонких пластин из светлого металла, каждая длиной около 9 дюймов. На пластинах отображались узоры, напоминающие электрические схемы, линии, соединения, углубления, будто это были печатные платы из будущего. Когда специалисты просветили пластины ультрафиолетом, внутри засветились крошечные включения драгоценных металлов. Физики предположили, что эти пластины могли использоваться для передачи энергии или даже хранения информации, но ни один известный электронный прибор их не видел, сигнал не считывался никакими современными средствами. Еще один предмет — прямоугольная коробка из резного нефрита, внутри которой лежал браслет. Только при ближайшем рассмотрении стало понятно. Украшение не просто выполнено из странной смеси золота и обсидиана, а в него впаяны прозрачные нити с волокнами, похожими на современные оптоволоконные кабели. На концах — крошечные металлические контакты, которые вели к небольшому блоку с миниатюрными переключателями. Во время анализа удалось выяснить, при определенной температуре в районе 80 градусов по Фаренгейту браслет начинал едва заметно вибрировать. На стене за нишей висел желоб из бронзы, по которому не спеша стекала мутная, все еще жидкая субстанция. Спустя столько веков она не высохла. Биохимики сняли пробы, выяснилось, жидкость содержит необычные белки и ферменты, которых ни в одной современной системе не встречали. По консистенции субстанция напоминала застывшую ртуть, но не проявляла токсичных свойств. Судя по следам, желоб был подключен к остальным артефактам. Около него нашли фрагменты жгута из переплетенных волос и металла, явно служившие для передачи вещества между ритуальными устройствами. В одной из боковых ячеек спрятан загадочный прибор, цилиндрически согнутый слиток, внутри которого вмонтирован кристалл. Кристалл мерцал красно-оранжевым светом, а при малейшем изменении положения издавал звук, напоминающий эхо из глубины колодца. Металлические детали вокруг кристалла были покрыты гальваническим слоем никеля, технология, которая появилась на материке только в 19 столетии.
В дальнем углу под грудой обломков оказался сложный механизм, два колеса, соединенных системой ремней из какого-то прозрачного материала, до сих пор сохранявшего эластичность. Колеса вращались почти без трения, а на ободе заметны остатки древней смазки, которую не смогли синтезировать в лаборатории. При попытке привести устройство в движение, оно создавало слабое свечение вплоть до потолка камеры. Материал зубцов, некий сплав на основе олова, плотность которого выше всего, что известно науке по эпохе Джоу. Некоторые найденные предметы мгновенно забрали для изоляции в специальных контейнерах, среди них прозрачные сферы, внутри которых плавали тончайшие металлические спирали. При воздействии ультрафиолета внутри начиналась легкая ионизация воздуха, а температура поверхности сфер оставалась ниже окружающей почти на 3 градуса по Фаренгейту. Один из последних находок — массивная линза, идеально выпуклая и отполированная, сделанная из кварца. Через линзу изображение искажалось так, словно перед глазами возникало целое стереоскопическое пространство. Оптика такого уровня не встречалась в мировых коллекциях до начала 20 века. Когда артефакты вынесли из гробницы и разместили в лаборатории, исследователи столкнулись с необходимостью задействовать команду физиков, химиков, инженеров и криптографов, чтобы хотя бы приблизиться к разгадке их возможного предназначения. Но ни одна из гипотез так и не подтвердилась. Перед командой оказались предметы, происхождение которых невозможно объяснить ни миграциями народов, ни обменом между цивилизациями, ни даже фантазией самых смелых историков. Все это означало, что любая последующая находка будет ставить еще больше вопросов перед исследователями, ведь их открытия уже начали менять сам подход к изучению древности и вызывать настоящую бурю в научном сообществе, где казалось, что ответы скрыты не только в прошлом, но и в будущем, которое только предстоит осмыслить. Первые же дни после публикации отчета о находках в гробнице на юге провинции Хэнань вызвали настоящий шквал среди ученых и журналистов. Уже через неделю в лабораторию, где хранились артефакты и останки, стали поступать десятки запросов на анализы и доступ к предметам. В Пекин и Шанхай выехали лучшие специалисты по древней металлургии, а за ними эксперты по аномалиям ДНК. Одновременно почти во всех научных журналах появлялись статьи о невозможности объяснить происхождение найденных вещей и костей. Для полной изоляции находок правительство приняло решение организовать временный научный центр рядом с местом раскопок. Охранять его направили подразделения военных инженеров, а зона на несколько миль вокруг оказалась закрыта для всех посторонних. Материалы первой волны анализов отправили в десятки научных лабораторий по всему миру. В Институте древних культур в Оксфорде пытались расшифровать символы на металлических пластинах. Параллельно в Кембридже изучали структуру оптоволоконных нитей, найденных в браслете. Итоги исследования показали, никакие из известных технологий не способны были в эпоху Восточной Джоу создать подобные материалы, а их химический состав напоминал современные сплавы для телекоммуникаций. На другом конце света, в лаборатории MIT, команда инженеров попыталась воссоздать схему кварцевого диска, обнаруженного в саркофаге, и впервые столкнулась с электромагнитным откликом, не характерным даже для современных систем связи. Уже через месяц после открытия стало ясно, новые артефакты невозможно вписать ни в одну существующую классификацию. Группа археологов из Китая ссылалась на результаты международных молекулярных тестов останков. Пробы костей с аномальными рогами и лишними пальцами отправили одновременно в лаборатории Нью-Йорка и Токио. Оказалось, в ДНК обнаружены фрагменты последовательностей, которые присутствуют только у редких животных, вымерших на планете сотни тысяч лет назад. Именно поэтому для анализа привлекли даже палеогенетиков, работавших ранее только с ископаемыми останками животных из ледниковой Европы и Северной Америки. В ответ на эти новости на место прибыла команда восточных историков и антропологов, пытавшихся провести параллели между мифами древнего Китая и теми сущностями, останки которых нашли в усыпальнице. Пока ученые боролись со сложнейшими загадками, государственные службы внедрили самый жесткий режим хранения и изоляции уцелевших артефактов. Одна из причин — это мощная реакция в цифровом пространстве. В социальных сетях по всему миру тиражировались фотографии странных костей и предметов. Они тут же превращались в вирусные мемы, обсуждались в сотнях видеороликов, а комментарии собирали десятки тысяч откликов за считанные часы. Специалисты лаборатории вынуждены были ежедневно опровергать поток выдуманных теорий, от инопланетян до секретных древних цивилизаций.
В научном сообществе разразилась настоящая дискуссия о том, стоит ли сразу публиковать результаты анализа. Археологов обязывали действовать максимально осторожно. Некоторые предметы с аномальными свойствами изолировали в специальные контейнеры, а часть скелетов увезли в закрытые медицинские центры для изучения под управлением ведущих анатомов Китая. Исследователи фиксировали любые отклонения температуры и влажности. При малейшем изменении несколько артефактов начали выделять едва заметный пар, а часть органики распадаться на мельчайшие частицы. Это заставило построить специальный вакуумный модуль, чтобы предотвратить уничтожение уникальных находок. В тот же период началась работа по созданию международных научных комиссий, призванных оценить подлинность находок и определить их потенциальную опасность. Крупные музеи и университеты присылали лучшие 3D-сканеры и микроскопы с разрешением до нескольких атомов. Особое внимание уделили массивной линзе и непонятному устройству из нефрита с кристаллом. За анализом следили в прямом эфире ученые из Европы и Америки. Впервые в мировой археологии предметы, найденные в одной гробнице, объединили специалистов из стольких несовместимых областей — биоинженерии, медицины, материаловедения, оптики и даже квантовой физики. Не меньший резонанс вызвали аномальные результаты археологической разведки в окрестностях. Исследования почвы вокруг гробницы обнаружили следы высокотемпературного воздействия. На глубине 5 футов были окаменелости, в которых нашли следы редких металлов, не встречающихся в этом регионе. Записи датчиков показали, что уровень магнитных колебаний вокруг артефактов увеличивается при приближении к ним определенных людей, возможно, из-за генетической совместимости с носителем неизвестных ДНК-маркеров, найденных в останках. Благодаря всем этим открытиям государственные архивы Китая срочно пересмотрели политику публикации археологических данных. Усложнилась процедура допуска к раскопкам. Теперь для участия требовалось подписывать отдельное соглашение о неразглашении, а каждая публикация проходила через международную рецензию. Вскоре на месте построили специальное хранилище — подземный комплекс, в котором предметы хранятся в индивидуальных климатических камерах, а кости — в герметичных капсулах с постоянной подачей стерильного воздуха. Между тем, в крупнейших музеях мира развернулись выставки о загадках китайской цивилизации, копии предметов, реконструкции ритуалов и даже 3D-модели странных скелетов. Поток туристов в регион вырос втрое за первые полгода, хотя сам объект еще долго оставался под жесткой охраной. Но главной переменой стал новый стандарт научных исследований. Теперь каждый археолог, химик и физик, работая с древними артефактами, вынужден был задать себе вопрос: а возможно ли, что многие открытия прошлого скрывают далеко не очевидные и порой ужасающие тайны? Открытие гробницы 2500 лет изменило подход к изучению древнего мира. Оно не просто перевернуло представление о технологии, ритуалах и биологии той эпохи, но и заставило научное сообщество пересмотреть границы между историей и неведомым, ведь теперь даже самые невероятные гипотезы не выглядели такими уж невозможными.